Он больной. По голосу слышно. Где ты? Ты как сюда попал? Ты застрял? Оф. А что вы его не забрали? У нас много. У меня Домой. Хотела его стерилизовать, но тут не прибрано. Как вы знаете, мы очень хотим приобрести участок под приют, но с финансами пока все плохо на это дело. Тем не менее, мы потихоньку смотрим, какие есть варианты. В один из них мы приехали на один большой участок, находящийся в поле, за городом. Единственное, там не все было чисто с документами. Как потом оказалось, что хозяева банкроты и участок после нашей покупки у нас могут забрать. По периметру идут рабицы. Да, мы хотим взять участок. Че, Миш, сбегать хочешь? Кися бежит. Киська. На участке была трехцветная хозяйская кошка, которая бегала за мной все время, пока я там находилась, и шикарный серый кот, которого она закрыла дома. Я не знаю, что с ними сейчас, но она их в город забирать не собиралась. Я хочу посмотреть, сколько, какой участок. Мы тогда вот так вокруг обойдем. По ценнику 1 300 000. 300, да, Миш? Ну вот тут тоже собаки есть, они нас поймут. И что, тут реально 80 соток, Миш? Прям в поле. И сразу поле. Никаких соседей по кругу нет. Ну, я считаю, по локации это вообще самое идеальное. Обойдя участок, мы еще раз зашли посмотреть его изнутри. Рядом мяукала хозяйская кошка. Но так как у меня остро развит слух, я услышала еще одно мяуканье. Нет, там другой плачет. Да подожди. Там другой плачет. Крики были с надрывом, и я пошла на звук. Он больной. По голосу слышно. Кися. Где ты? О, ты как сюда попал? А? Ты как сюда попал, товарищ? Иди, товарищ. Ты застрял? Стой. Стой. Еще. Оф. Караул. Все. Спинальник, походу. Пойдем обратно. Блин, ну такого я точно не ожидала. Попали мы, да, с тобой? Спинальник. А зачем? А лапы посмотрите. А куда они? В клинику надо. Вы про этого говорили? Нет, у меня 2 кота. А тут этот ходил, он ходил. Ходил? Ну как ходил? Это вот он подходил, думала, уже нет, думала, он ушел. Нет, он спинальник. Я смотрю, его нет. Он заходил. Спинальник. Сейчас я тебе... Уже ножки все А отбил. он где был? Он на сетке на дерево передними лапами залез. Так, давай я тебе завяжу. Офигеть, Ган, ты здесь Ну поехали в лечебницу, да, что ты? Сегодня уже 2 раза там были, будем 3-й. А как ты поняла, что что-то не то? Он кричал истошно. Ладно, значит, мы тогда с Ну, вами в целом мы свяжемся. посмотрели, да. Думаете, Да. да. А это, то, что там у вас написано, это наличными. Ну не Это- только налив, вы можете на карту. Нет, не знаю. Ну все, понятно. Тогда мы с вами свяжемся. Все, поняли? Думаете, да. Видели? Мурчит, прикинь, ему больно, как он мурчит. Часто у вас Я такие? думала, он уже его нет. Я вот 3 дня назад была или 2 дня назад. Что, скоро собака, может, перегрызла? Нет, позвоночник сломанный. Ну, кто-то сломал, он позвонил собачку. Конечно, кто-то сломал.
Он мурчит. Он так истошно кричал. И он двумя передними лапами на дерево забрался, чтобы я его увидела. Прикинь, если бы не приехали. Если что-то такое, все равно А? Ну вот на нас. Ну, короче, речка, что здесь, будет, что там. Да? Скорее всего, да. Я не Понял, понял. Конечно, Видны лапки прям. Он же ходил и стесывал их. Ну, по земле на Рио я проезжала. Ну, почему сильно переполнен? Надо сдавить. Он сейчас может лопнуть. да, поехали. Там мы с вами свяжемся, вы же в Зеленорийском живете, да? А, сразу? Он прям балдел. Представляешь, если бы не приехали? О, или что, это станица? Да, станица Темнолесская. Это тоже просится. Спинальник — это самые тяжелые животные. О, теперь у нас Все, нет, только не бегай по салону. Ина. Да, 100%. Сейчас надо срочно в клинику. Ну, короче, домой, да, а то может мочевой лопнуть. А, кушать хочет? Нет, ничего. Ладно, какой. По крикам котов можно сразу понять. Я слышала, что с ним точно не в порядке. Даем покушать. Стоят, лялякают. Ну что? Я чувствую, здесь они будут постоянные клиенты. Да, он согласен. Это знак, как думаешь? Да, он полностью с тобой согласен. Он даже говорит в процессе. Мама еще и пить хочет. Ешь, ешь. Ну просто, подожди, а мочевой, если полный, ты говоришь? Да, надо сидеть. Я попыталась, ты видел, там кишка висит или что-то висит. Я честно не обратил внимания. Там из Передал этого ему? места то ли кишка, там что-то висит. То ли, может, Надо котенок. в клинику. Да, надо срочно, потому что мочевой он пол уже живота занимает. Сейчас будет ему давить. Спинальники? Его, кстати, а ты немного дала? Он же может сейчас тошнить его. Все. Обед окончен. Ой, не жалко. Я понимаю просто, чтобы сейчас плохо ему от дороги не было. Тогда ты садись за руль. Короче, когда ломается позвоночник, у них отказывается полностью задняя часть, то есть лапы, хвост и мочевой. Они не могут писать, контролировать это вообще никак. Поэтому в чем трудность со спинальниками, особенно если большие алабаи, их нужно сцеживать. Таких котов еще ладно, там, то есть по 2-3 раза в день нужно их давить на мочевой, и чтобы они писали. Помогать ему. А он там должно быть, нет? Я уже скормила. Миш, только надо ехать очень потихоньку, чтобы не стошнило его, хорошо? Ну ты много дала ему? Да. Сколько нельзя? Все хорошо, потерпи немножко. Не бойся, не бойся, не бойся, ты чё? Сам пришел. Ноги трясутся, смотри. Там явно что-то было. Еще и мочевой переполнен, сейчас там вообще. Он еще мурчат из-за того, что переживает. Она мурчит сейчас. Ножки. Жалко. Смотрите, ну мочевой полный. Вообще вставал на задней конечности? Не знаю. Ну так. Что, не мясо, что ли, да? Офигеть. И она своим кошкам сушку покидала, а воды нет. Полстакана сейчас выпьет, потом выжмем.
Все, достаточно. Его трясет. Всё. Да? Да, я же Да, говорю, тебя его трясет. трясет. Давай еще чуть-чуть. Может, у него температура? Может. Он этого хотел. Внимание. Да. Все, без фанатизма. Как писюшками воняет. Ты не вот так вот, скажи, мальчик. Они ножками бывает трясут. Я чувствую, мы поедем в Краснодар. Там МРТ. Краснодар? В Краснодаре МРТ. И делать надо будет позвоночник и смотреть, перебит он или есть. Если в спиной мозг есть позвоночники, тогда есть шанс их реабилитировать. Но такое бывает очень редко. Никто тебя не бросает. Да. Что-то рассказывает нам. Что хочешь сказать? Кто переводит с кошачьего? Не надо. Сейчас он захочет встать на передние лапы. Там край. Да. Понимаю. Упадет? Да, можешь шлепнуться, потому что он накрыт. Мы участок смотрели, ну в поле был участок, и он там на ветке истошно кричал. Я подошла, у него лапы стерты в кровь. Ну, то есть спинальник. Ему бы рентген сделать? Конечно. Да, я не знаю, может УЗИ посмотреть, что с органами. Что-нибудь предлагали, еду, воду? Да, хорошо покушал, попил. В дороге стул, мочеиспускание, рвота, что-нибудь? Ну вот сейчас девушка его пыталась сцедить, он пописал. Но сказал... Мочеиспускание нормально? Да, ну вот видно, да. А. Ну как бы Ну, на не пеленке. самостоятельно вообще? Не самостоятельно, но он был не такой наполненный. Вот, и девушка сказала, что там полно каловых масс. А спинальников нужен... А, вот, да, это вы были. Да. Я хотела спросить, а спинальников не только сцеживать, но еще по-большому им надо помогать Ну, как ходить? правило, самостоятельно ходят, но если больше суток нет, тогда да. Выполняется мочевой пузырь, и оно просто подтекает. Ну, это плохо, да? Конечно. А сколько раз в день? 2 раза как Два раза. минимум. Утром и вечером. Ну, поняла, да. Скажи, я такого не ожидал. Так, 2. О, какой он легкий. 2700. 2700. Это мало взрослого кота. Ну, от 3 они так нормально весят. Да, у нас кот 4, 5. Да, сейчас будет проверка на чувствительность. Бедный. Да, там еще мошонка стертая. Да. Травма не Не свежие, да, там Уже и уже. атаксия мышц есть. А. Конечно. Но чувствует. Чувствует? Ну, Сами видите. то есть шансы есть? Посмотрим сейчас из-за чего так все. Это МРТ надо, да? Ну да. В идеале. Сейчас по рентгену посмотрим Ага. прям какие-то значимые костные Мгм. повреждения. Угу. Как она сказала? Атаксия? Ну, видишь, уже там кожа такая стала. Ну, это как у человека, когда счесываешь, и в том месте Да. нарост образуется. Чак, так мы назвали кота, был отнесен на рентген, после чего мы ждали результата. Что же у него там случилось в позвоночнике, что отказали лапы? Пользуясь случаем, хочу порекомендовать вам наш закрытый канал в Телеграме, где все новости выходят раньше. Оплата в 333 рубля с человека помогает закрывать финансовые вопросы с кормлением и лечением наших спасенышей. Также я, конечно, мечтаю о участке на приют, но для этого нужно купить землю, а потом строить. Нужны большие финансовые средства, поэтому каждый из вас окажет очень большую поддержку, зайдя на наш закрытый телеграм-канал. Ссылку оставлю в описании, а также там будет ссылка на открытый телеграм-канал. Делали, мы по рентгену было подозрение, что там есть свободная жидкость в брюшной полости. Мы просто посмотрели, есть ли там свободная жидкость. Ее нету, мочевой сильно переполненный, наеденный до отвалу, есть глисты. По рентгену, позвоночнику. по позвоночнику. Есть подозрение, что в 4-м поясничном позвонке... А там есть картинка? Да, можете сюда. Включения нету, В4, видите, включения какие-то есть в межпозвоночном канале. Да. Они могут давать такую картину, но, к сожалению,
На этом все. Мы больше Ага, сказать ничего не ага. можем. Что касаемо терапии, сейчас буду учить. Ну, как такового прям перелома Прям такого перелома яркого нету, нет. как бы чувствительность есть, то есть проводимость нервных импульсов у нас сохранена. Терапию сейчас направленную на улучшение этого импульса мы, конечно, проводить будем. Я поговорила с девочками Катей, Яной и Кристиной, отправила видео. Они сказали, что чувствительности нет, это рефлексы. Это ничего не значит. Многие ошибаются, думая, что одергивание – это чувствительность. Видите, вот тут вот в тазовой части у нас имеется такой шарик. Он на данный момент без тонуса, то есть не имеет прям такую круглую овальную форму. Он такой, как слабо наполненный шарик, переливается. На него нажимаем, у нас мочеиспускание имеется. Так, давайте пробуйте там. Там как? С этой стороны? С любой, как вам удобно, да. Мне с этой комфортнее просто. Ну вот я его чувствую. Мгм. Да, он наполненный, да? Да, он прям сильно наполнен. Все, и, грубо говоря, как корову доите сверху вниз, чтобы все опустошить. Больше Почему он у него и сокращался? Дима хотел сходить, но не получалось. У него, в принципе, сейчас в голове нету импульса «хочу писать», потому что у меня наполнена мочевой пузырь. Именно поэтому они у них переполняются. Ну и потом от начала до конца, да? Угу. Как корова. Я поняла. Угу. Вот хвост мы не чувствуем. И они одергивать могут, есть спинальники такие, а вот если боль, они прям орут. Пеленочку вам заменить? По большому так же? Нет, по большому сам. А, Потому всё. что там идет То есть оно ворсинки само выходит. прогоняются. Ага. Так, если он будет ползать, у него всегда будет воспаляться. Поэтому мягкие подстилки. Ну, чувствительность есть. Ну как, это вот, это он просто дергает. Ага. Это не ГВЧ. Так, и еще общую биохимию, да, они могут сдать? Да, вот натощак. Ну да. А УЗИ делали? Я же говорю, мы по рентгену оказалось, А, по рентгену. что там матовое стекло, мы пошли просто на свободную жидкость Ага. посмотреть. Но там щупальную полость занимала мочевой пузырь и желудок. Да, я поняла. Угу. Поэтому натощак приедете, можете его Ага. чтобы увидеть. Хорошо. Угу. Буду восстанавливаться. Мне кажется, он довольный. Он наслаждается жизнью. УЗИ делали, он прям вот так вот. Да. Обалдеет. Молодежь. Фиксации не будет, постоянно заживет, конечно. И шерсть уже растет. Ой, ты какой. Вот это упаковочку. Смотрите, 2 раза в день по каждому на 7 дней. Если будет положительный ответ на организм на данный препарат, то без проблем. Мочевой пузырь опорожняем массажем 2 раза в день. Двукратно обрабатываем англистов с интервалом 7-10 дней. Ранки промываем флоргексидином, левомиколькой. На мягких подстилках держим. Общая биохимия УЗИ натощак. Ну и завтра тогда на обследование показывать. Спасибо. Сейчас укольчик. Сейчас после укольчика буквально минут 10 в коридорчике посидите, потому что некоторые животных нехорошо переносят. Лодочки приподнимаете и параллельно позвоночник оставляете и берете препарат. О, как вы довольны. Первый раз в жизни, скажем, укололи. Все. Сейчас в коридорчик, или минут через 10 к вам выйдет, посмотрит, если все хорошо, вас отпустят домой. Я пошла адресу рентгенолога, чтобы он сразу вам вскинул. Пациент 3000. И завтра еще раз на прием. Гаяна. Здравствуйте. Ваши подписчики. Ты вот что за чудо, потому что это за чудо.
Я ему только всем пристаю, может быть, как-то поможете, не финансово, финансово сама. Куда можно разместить? У меня что, объявляю, маленькая беда. Угу. Такой двухмесячный котенок. Все, мы закончили. Завтра надо сдавать биохимию и общий анализ и делать УЗИ на голодный желудок. Довольный, да? Сейчас пойдет танцевать по салону. Сюда? Я думал на ручки его взять. Дали вот укол. Это будет стимулировать мышцы мочевого пузыря. Вдруг будет сам потом в туалет ходить. Проверим. На ручки? Ну да. Ну, в принципе, пеленки. Оп. Оп. Куда? Отцепись, тут у тебя новый папа. Ну, доволен? Все. Поехали. Ну что, он доволен? Да, в целом Как доволен. думаешь? Сейчас он не так истошно орет, там он вообще думал, наконец. Но он больше орал, я думаю, за голода. Просто был Да. голодный. И сюрприз, кот с сюрпризом. Ой, как он красивый, Игорь. Такой красивый вообще. Да, все нормально. Этот Миша подготовил наш Там Мишечка. картонка, и тряпочка. Тряпочка, там пледик, смотрю. Да. И пеленки, молодец. Все, осталось миски сюда, вот такой большой бокс для нашего спинальника, мальчик. Первый спинальник наш. Да. Знакомься. Тихо. Зовут Чак. Как Чак-Чак. Чакнули. Не Джан, а Чак. Ну, Гера орет. Хочет по жопе. Так. Я что-то скажу, не такого ожидал. Вот так мы ходим. Лоток ставить не надо по понятным причинам. Клетку Миша продезинфицировал. Чака накормили, напоили. Я беру от паразитов таблетку. Мне сказали, сегодня надо дать, потому что там полно глист, то таблетка, полтаблетки, потому что он весит мало. Ага, и глотаем. Все? Это стоя. Опа. Не получается. Я писюкаю кота. Ладно, сцеживаю. Он почти пустой. Все, он аж ножкой бьет с той другой. О, смотрите. Опа. Какой он молодец. Так, нужно теперь... Чтобы узнать, как необычно повернется потом его судьба, оставайтесь с нами. Но чтобы узнать сразу, переходите по ссылке под видео в Телеграм.